Ребята, привет! Из предыдущих видео вы уже знаете, что для того, чтобы получить желаемый цвет волос, нужно учитывать следующие пункты. Первое. Насколько тонов вам нужно осветлить или затемнить волосы. Второе. Выбрать процент окислителя, который на это способен, исходя из инструкции бренда, на котором вы работаете. Третье. Для составления рецептуры учитывать нейтрализацию фона осветления при работе тон в тон и окрашивание в тона светлее. Четвертое. Учитывать, что краска краску не осветляет. Продолжим. Что еще мы должны знать для составления рецепта окрашивания, а точнее для решения колористической задачи? Седина. Наличие седых волосков, их количество, процент седины, плотность кутикулярного слоя седого волоса, резистентность влияют на выбор вида красителя и корректируют процент окислителя. Процент седины показывает, сколько волос, лишенных пигмента, у вас есть на голове по отношению к общей массе волос. Если седых волос нет, то это 0%. Если у вас нет ни седых, только белые волосы и больше никаких, это 100% седина. Принято считать, что если у вас менее 30% седины, то можно не изменять, не корректировать рецептуру окрашивания. Такое небольшое количество седых волос будет не очень заметно, даже если они не полностью прокрасятся. В таком случае седые волоски могут быть немного светлее, чем основная масса волос. Иногда это даже выгодно. Рисунок седины будет сохраняться при отрастании волос. Такой эффект дают безаммиачные полуперманентные красители, а также перманентные красители модной гаммы, у которых нет стопроцентной покрывающей способности. Если седина выше 30%, а тем более выше 50%, то для того, чтобы волосы прокрасились качественно, вам нужно усилить процент окислителя и работать на не менее 6%. И второе. Увеличить количество натуральных пигментов красящей смеси. Для этого смешать модную гамму с покрывающей способностью до 70% с натуральной гаммой, у которой покрывающая способность 100%. Ежели седые волосы очень плотные, толстые и стекловидные, то выбирайте специальный краситель для седых волос, такой как, например, Igora Royal Absolute. В нем увеличенное количество аммиака, чтобы разрыхлить стекловидную структуру волоса, и увеличенное количество пигментов для того, чтобы они прокрасились. Он работает в основном на 9%, но всегда читайте инструкцию, в каких случаях процент окислителя может быть другим. И помните, если седые волосы не прокрашиваются никаким способом, это волос-альбинос. Это уже другая тема нашего разговора. А мы с вами продолжим в следующем видео.